Ёлки, что за шишига? Погодите-ка, я еще поплотнее сяду. Мне не это. Мне надо вообще, я люблю на механике сидеть плотненько. Знаете, такой внедорожный термин называется артикуляция подвески. Это, простыми словами, это способность подвески вывешиваться настолько, чтобы сохранялось соприкосновение всех четырех колес с землей. У сурфа этот параметр прям во. Но и бугры у нас там прям во. Так что все может быть. Вторую нахрен! Я уверен был, что я сейчас залипну, блин. Так, стоп. Мы недостаточно насладились моментом. Мы недостаточно кайфанули, погодите-ка. Нет, ребятки, нетушки, конфетушки. Всем привет! Давненько в рубрике Old School у нас не было внедорожников. Я вам скажу, наверное, с полгода их не было. Потому что предыдущий внедорожник в рубрику Old School был Daihatsu Rocky. Прям максимально редкая тачка, особенно для наших краев. У нас все-таки на Toyota как-то больше народ нацелен. Вот это сегодня будет тоже, я бы сказал, редкий экземпляр, но он редкий экземпляр именно в стоковом состоянии. Закорчеванных под жесткое внедорожье их полным-полно, а этот, я бы сказал, на 95% все-таки стоковый. И поэтому его приятнее показать. Hilux Surf в 60-м кузове. Я не буду уже считать сильно большими корчеваниями побольше колеса, чем у него с завода, там, ну, еще такие небольшие мелочи. Сами же понимаете, когда в куче колхоза в машине, нету вот этого эффекта, который я люблю, когда чистой совестью объявить снова вас приглашаю в музей автомобильной истории у Яна на канале, да? Их, естественно, приоритетно выпускали на Америку, там они имели и более крупные, да, больше объемные двигатели, но у нас все-таки канал про правильный руль. Левый руль я сам лично не люблю, да, хотя, конечно, от левого руля можно было бы некоторые плюшки-тюнячки напихать даже в праворульный сурф. Ну, давайте начнем именно с необычностей, с особенностей, а потом, наконец, будем кататься. У нашей машины есть межколесная блокировка, ЛСДшка заводская. Конечно, ей уже столько же лет, сколько и машине, сами понимаете, а все-таки закончили производить Hilux Surf в таком поколении в 89-м году. Ну, ладно, почти что в 90-м, ну, бог с ним, то есть очень давно. И я не уверен, что эта ЛСДшка еще способна на мощные подвиги, но мы это как раз и проверим. Особенность внешности у сурфа в этом поколении это то, что он кажется четырехдверным, да, что у него 4 вроде как двери и 5-я, да, багажник. А нет, на самом деле он своего рода купешка, то есть у него только 2 передние двери и багажник. Да, представьте себе, на удивление с 4 дверьми была версия пикап. То есть они были в версии пикап, да, с кузовом, ну, как обычно. Кстати, такой пикап в Топ-Гире пытались уничтожить, и у них это не получилось. Они его там из крыши сбрасывали, и в море топили, и он все равно запускался, даже будучи в море утопленным, запустился его дизелек, и они на нем поехали вот на таком вот всем смятом. Кто не видел этот ролик, специально оставлю в описании, чтобы глянули, потому что это у них было доказательством того, что Toyota делала вещи. Еще важно сказать, что жопка-то вот эта сама по себе, то есть сам кожух, он пластиковый. То есть это по сути тоже нахрен пикап, понимаете? То есть ее можно, вот эту пластмасску, болтами там разболтить, открутить, и будет тоже какого-то, блин, фига пикап, понимаете? Видимо, не сильно стали заморачиваться, просто сделали пластмассовую нашлепку сверху и все, сделали полноразмерный такой цельный кузов. Вот так, вот такие вот главные особенности внешности. Кстати, про этот пластиковый кузов важно упомянуть, что у американской версии внутри этой пластиковой нашлепки есть, ну как бы не внутри, под ней, есть дуга безопасности. Ну, то есть у леворульной, получается, версии, да? А у праворульной нету. Вот это прям печаль и обида и непонятка. Какого фига? Видимо, в Японии все заасфальтировано, там нет уж совсем откровенного бездорожья, и вероятность кувыркнуться, ну, считалась нереальной, да? Поэтому не стали делать дугу безопасности внутри. Но, опять же, кто мешает такую дугу поставить самостоятельно, либо купить от леворульной версии, либо самому ее замутить. Сварка-болгарка в таких старых внедорожниках — это дело обычное. Моя любимая фишка сурфа — это то, что можно спускать стекло в двери багажника. Там прям настоящий стеклоподъемник, по сути, его можно кнопкой нажимать, да.
Слушайте, я все время прикалывался, а прикиньте, был бы на веслах, ты такой дверь открыл, покрутил, да. Есть байка, что бандиты их покупали, чтобы отстреливаться, блин, из задней двери. Слушайте, насмотрелись, видимо, брата, да, первого, и стали выдумывать вот эти байки. На самом деле я не хотел померить багажник у него, потому что, ну, машина не об этом, не о вместительности, не, ну, короче, вот эти моменты нам особо не интересны, да. Но я сейчас залез сюда и глянул, слушайте, вообще-таки неплохо, очень даже неплохо, особенно если учесть, что ему даже предусмотрели возможность шлепнуть вот второй ряд сидений. Слушайте, реально его можно сделать пикапчиком таким. Да. Действительно можно, то только получится пикапчик, у тебя будет без стенки, да, позади водителя. То есть такой прям кабриолет, тарго, бог знает как назвать такую штуку, если вот его разобрать. Вот этот еще грузовичковый такой плюс у Сурфа, то что у него можно нижнюю часть багажника еще вот так вот отхлопнуть и получить, ну, либо скамейку, либо столик, да, кому как удобнее подо что использовать. Ну, давайте прикинем. И это я не до первого ряда сидений, это до сложенных сидушечек получается. 1,70 м ровно. То есть, если мы бы до самого переднего ряда, получилось бы 1,76 м, где-то так вот. Ну, я так вот визуально прикидываю. Слушайте, хорошо. В машинах-универсалах обычно на 10 сантиметров только по длине. То есть, большие универсалы, это где-то длина до передних сидений при сложенных задних. Это 1,85 м, 1,90 м, вот так. Здесь 1,76 м, ну, условно. При ширине 1,35 м. Еще если учесть, что он квадратный. Запаска под низом, кстати, под брюхом, да, она здесь также не мешается. У нас версия машины на механической коробке. Она с механическими хабами. Все вроде как бы очень сурово. Эти машины вообще многие бы активно покупали, если бы Toyota пришло в голову производить их новыми, абсолютно новыми. Я не знаю, почему арабы их не заказывают, ведь 70-е крузеры стали производить новыми чисто для арабского рынка. Они просто по ним фанатеют. Они, возможно, просто не знают, что есть варианты внедорожника полегче и, соответственно, даже более проходимого, чем крузак. Сами понимаете, легкость автомобиля это немаловажно, когда ты в вязкую какую-то, там, в песчаную там, или в грязевую какую-то среду попадаешь. Да, было бы неплохо. Однако, прикиньте, его новенький совсем, с еще полностью живыми агрегатами, с новеньким, но в то же время простым кондовым дизельком, то есть, который не вызывает никаких заморочек своим каким-нибудь Cummins, там, этими Common Rail'ами и прочими. Механическая, чтобы была топливная аппаратура и простая турбинка. Представляете себе такую машину сновья? Я думаю, никого не удивит, что у нас этот Сурф дизельный, да? Конечно же. Но здесь дизель как раз тот, про который я во многих видео говорил, что он намного приятнее и лучше, чем те дизели, которые ставили те же вот даже микроавтобусы. То есть C-серия, там 2C, 3C, ну ладно, C, 3C, 2C, как хотите, CC. Здесь L-серия, то есть у нас 2L, и причем турбовый, не просто 2L, 2LT. Ну, там, конечно, потом еще появляются, даже уже в этом же поколении появляется 2 LTE, но это прям совсем на самом конце выпуска. Поэтому вот такой это самый чаще всего встречающийся. Мне нравится тот момент, что вот в таком Сурфе, если бы он был бы бензиновый, у него был бы точно такой же двигатель 3U, как у меня в микроавтобусе. Но про этот двигатель тоже особо ничего плохого сказать нельзя, кроме, ну, естественно, знаете, это... Язык смазолишь, рассказывая про то, как все японские дизели склонны к перегреву, к трещинам в головке и прочее. То есть это, по сути, самое главное, зачем надо следить, когда у тебя такая дизельная машина. Все, остальное тебе вообще никаким боком не вынесет мозги. Удивитесь, я вам даже специально приложу картинку из объявлений Дрома. Турбиночки вот эти на L-серию моторов, на удивление, недорого стоят. Наверное, все привыкли уже, да, особенно кто знаком больше с турбовыми бензиновыми двигателями, да, что турбины на бензинке стоят там 30, 40, 50 тысяч, там прям безумных каких-то денег. Турбинки вот такие, ну, конечно, естественно, контрактные, да, можно купить за намного более вменяемые деньги, я бы сказал,
в 2 раза, в 3 раза дешевле даже, чем на любую бензинку абсолютно. Хотя, конечно, китайцы уже наладили выпуск дизельных турбинок. Я уже не первый раз встречал, ну, китайские турбинки в японских дизелях. Ну, у нас, я здесь, судя по всему, вижу родную турбинку, судя по ее такой уже пожитости. Конечно, двигатель максимально тихоходный, но на механике он сразу становится не тихоходным, потому что здесь вы сами уже решите, насколько его крутить. А с другой стороны, именно как раз из-за того, что его перекрутили, частенько и бывает, что он выходит из строя, понимаете? По расходу тоже, насколько я знаю, это не особенно такой экономичный дизель. У меня, у товарища был Toyota Hiace на подобном моторе. Он про экономичность помалкивал. У него, конечно, была халявная солярка, человек работал на железке, и он особенно про это не упоминал. Но в любом случае, зачастую такие машины берутся под проект. Для выездов на природу, на рыбалку являются второй машиной. То есть, если это вторая машина, вообще насрать на его расход. Какая разница? Вообще наплевать абсолютно. Так что не будем это вписывать в недостатки, опять же. У нашего конкретно здесь стоит 2 генератора. Я вообще прикололся. Вместо кондиционера поставили второй генератор. Естественно, я предполагаю, что хотели когда-то поставить автозвук в машину. Это было бы печально вообще, если бы настолько уколхозить каким-то дурацким автозвуком такой автомобиль. Лучше потратить эти деньги на дорогую резину, хорошую, грязевую, как вот по мне, чем сабвуфер поставить. Хорошо, что ее нету, короче, нафиг она надо. Да и бог с ним, с кондиционером тоже, нафиг он надо. У меня кондиционер я отключил и не страдаю. Мы в Сибири живем, у нас не Сочи. Мы без него вполне себе можем обойтись. Полный привод в таких машинах стандартный, обыкновенный part-time. То есть она может быть заднеприводной. Ездить, конечно, не особо будет экономично от этого. Знаете, не такая большая разница, как многие ожидают. Но, когда мы захотели, мы его делаем, соответственно, полноприводным. Раздаточка здесь очень ценится. Эх ты, кочки-то пошли какие-то суровые. Ну, он, конечно, не для скорости, но в нем очень нормальное количество ньютон крутящего. Для большинства внедорожных побед полностью достаточно. К тому же, part-time, как схема полного привода, считается простой, не замороченной в плане ремонта. Торсионная подвеска. Ё-моё, что еще надо? Рессоры сзади. Кстати, о торсионах, причем в отличие от торсионных подвесок, ну, у подобных же внедорожников Nissan, например, здесь торсион входит в верхний рычаг. То есть на торсион машину положить не получится. Торсион же высоко. Шаровая снимается от рычага, она на болтах. То есть ее не нужно там как-то постоянно шприцевать или еще что-нибудь. В общем, в целом, очень даже ремонтно-пригодный автомобиль даже в 2022 году. До сих пор с запчастями нет особых проблем, но здесь нужно быть готовым к тому, что некоторые моменты стоят неоправданно дорого. Вот приведу простой пример. Болт, который крепит торсион, то есть нужен здесь специальный оригинальный спецболт, он стоит 1300 рублей. Вы представляете? Охренеть! У меня на автобус он даже стоит 1000, хотя там торсион потоньше. И болт должен быть послабже. 1300 рублей за болт. Представляете себе? Даже спустя столько лет, даже не на новом сцеплении передачи прям влетают. Вообще мне нравится. Хотя автоматические версии сурфов, особенно в 60-м кузове, теми, кто занимается внедорожкой на постоянке, кто делает из них внедорожные корчи, кто участвует в внедорожных трофи-гонках, они предпочитают только автоматические версии. Во-первых, потому что автоматические хабы, а во-вторых, потому что с механикой все-таки надо думать о переключениях, какую-то часть мозга задействовать на переключение, да? А если ты на автомате, то тебе нужно думать только о том, какое вокруг тебя дорожное покрытие, а не о том, в какой момент что переключить. Но с другой стороны, с автоматом шли другие раздаточные коробки. То есть, если с механикой были шестеренчатые раздатки, то с автоматом были цепные. И вот здесь мнения разнятся. Кто-то считает, что лучше простейшая шестеренчатая,
А кто-то считает, что цепная продуманней и покрепче. Олдскульная машинка из 80-х, все 100%, вот эти аварийки на руле. Кстати, знаете, как ее всегда подписывают? Никто обычно внимания не обращает. Ее подписывают словом hazard, ну типа вред, ущерб с английского, да, в переводе. Есть кнопка вот эта для вынимания ключа, я ее у себя на автобусе сломал. Вот она, то есть нажимаешь, ключик проворачивается. Вот эти вот палочки регуляторами такими, они даже подоржавевают помаленечку. Блин, ё-моё, как я вот эти салоны старые люблю. Один из признаков хорошей комплектации это то, что у нас есть приборы. То есть они, соответственно, могут быть и без них, но именно хорошая СССР, да, не СССР, а СССР версия, она всегда с приборами. Есть еще, кстати, СР версия, она маленечко попроще. Ну, как бы, знаете, когда я говорю про такие машины, что-то проще, что-то богаче, это странно звучит, потому что здесь самая даже хорошая комплектация, она все равно простая. То есть у нас, извините, здесь нету там кучи электроники, у нас кондиционер на шевелилках, понимаете? То есть здесь трудно говорить о том, что что-то бедное там или богатая комплектация. Но вот у нас здесь есть электростеклоподъемники, это уже считается богатая комплектация, понимаете? Антенну можно кнопочкой, да, поднимать, опускать. Соответственно, эти вот моменты, они такие размытые, да, что типа вот это побогаче версия, это победнее. Да, если бы, конечно, были ручки где-нибудь здесь, ну, а вот там вот, ну, она как-то тоже не очень подручна, вот здесь было бы забираться куда удобнее. Кстати, вылезать оттуда, в принципе, тоже неплохо, по крайней мере, на пассажирском сиденье есть педалька, ну, чтобы самому себе откинуть, прикиньте, нажать эту педальку, когда здесь кто-нибудь сидит. Нажал. Так, что, ногами вперед, да, мне говорили лучше? Вот так вот. Бля. Хорош. Было бы прикольно, если бы люк был бы здесь, а не над водителем. Тогда было бы как-то, не знаю, все равно было бы как-то прикольнее. Мягкий потолок, обратите внимание. То есть он внутри твердый, конечно, но здесь мягонькое такое покрытие. Мне, знаете, какой момент нравится у таких сурфов для второго ряда сидений? Что у них нету стеклоподъемников, вот этой всякой ерунды нету. Блин, я реально кайфую от таких тачек. Да что ты будешь делать? Отстегнись. О. Вещь, вот понимаете, вещь. Вообще. Ё-моё, и вторую же можно отодвинуть. Отцепись же ты, ну что ты такая тугая. Их 1000 лет, видимо, не двигали. Во. Ой, слушайте, вентиляция прямо в том самом районе, где оно мне надо. Вообще замечательно. На ходу, конечно, ты будешь комаров кушать, они будут тебе сюда залетать прямо тебе в лицо. Но, блин, как же вот это классно. Вы готовы, дети? Так, точно, капитан, со второй. Да, со второй. Понижающую включим или брызги пускай будут? Пусть будут брызги. Естественно, надо пройти испытание нашей любимой горочки с диагоналкой. Сами понимаете, я хочу понять, насколько жива или не жива блокировка межколесная. Я, ребят, так скажу, это не реклама, конечно же, но я себе поставил в автобус иштехновскую, суровую, жесткую, 100% блокировку. И вот, знаете, ни на секундочку не пожалел. Да, она местами шумновато, там что-то позвякивает, побрякивает, да, но она включается всегда. Не то, что там вот включилась, ой, не включилась, ой, недостаточно пробуксовали и прочее. Она всегда включается. Ой, поплыли, поплыли, поплыли. Скорее первую. Скорее, скорее. Опа. Так. Так, ну что-то она не хочет подключаться прямо с первого раза, у нас ЛСДшка, но в целом вроде должно получиться.
Я прям четко вижу, они вот крутятся именно, получается, переднее и одно заднее. Ну, включись уже наконец-то, елки-палки. Давай, 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 давай. Yes! Скорее, 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 вторую давай, давай. Опачки. Все. И мы не крутнулись больше 3000. Даже крутить тебя не пришлось, красавчик. Конечно же, внедорожное качество машины зависит не только от его технического состояния, да, не только от его оснащенности, конечно же, от резины, от скиллов внедорожных. Я просто кайфую от того, насколько я прям чувствую, как я управляю машиной. Я должен получать это удовольствие. Эта машина не для того, чтобы возить твою попу из точки А в точку Б, а для того, чтобы доставлять тебе удовольствие. Как гоночная машина должна быть на мехе, так и внедорожник должен быть на мехе. Подписывайтесь на канал, делайте репосты в соцсети, жду ваших комментариев, я уверен, эту машину многие хотели бы обсудить. Пишите, как у вас такая же машина была у папы, у дедушки, или как вы с другом ездите на рыбалку, на охоту, пишите истории какие-нибудь свои, мы почитаем всей толпой, можем обсудить это потом на каком-нибудь из прямых эфиров. И всем пока! Давай-ка, а ну-ка газку, первую и газку.